Намаскар, дорогие друзья. Лично для меня вот это самое значимое видео. Почему-то к нему у меня больше всего лежит душа. Я уже начал эту тему в предыдущем видео. Мы поговорили о пении мантры, о том, что важно создать правильное настроение для медитации. Нужно включить эмоции, открыть свое сердце, да, чувствовать любовь, чувствовать поток. А сегодня я хочу добавить эту технику пения мантры также движением тела. И вот это движение, которое выполняется, называется лалита мармика. Очень-очень мощная биопсихологическая практика. То есть на уровне тела она приводит ум в очень хорошее ресурсное состояние. И это в совокупности с пением мантры дает фантастический результат. Итак, лалита мармика. Что это такое? Это динамическая форма медитации. Два способа есть сконцентрироваться на духовной реальности. Один – это отключить все органы чувств, закрыть двери и окна ума и смотреть туда, внутрь, концентрироваться внутри. Это делается в безмолвной медитации. И это трудно. То есть ум стучится во все двери и никак не успокаивается. Другой способ – не останавливать деятельность органов чувств, но позволить органам чувств и органам движения функционировать, но при этом направить их в русло создания духовной идеи. И таким образом, вроде бы ты делаешь все то же самое привычное, ум не протестует, как в обычной медитации, когда мы сидим безмолвно. То есть я сел, закрыл глаза, а там у меня протест. О, сколько еще сидеть, может быть уже 5 минут закончилось-то. Много-много разных мыслей. Здесь нет такого. То есть тебе нравится, все, что ты делаешь, тебе нравится. Но в то же самое время, вместе с этим, ты потихонечку ведешь ум к духовной идее. И наступает момент, когда настолько глубоко ты сосредоточился и проникся этой духовной идеей, что ты больше не хочешь двигаться. Ты хочешь замереть, остановиться. То есть ты хочешь медитировать, сесть и медитировать. И вот таким образом, очень гармонично, одна практика перетекает в другую практику. Эта практика динамической медитации называется лалита мармика. Лалита означает красота, грациозность, нежность. Марма – ядро, сердце твоего сердца, самая суть твоего духа, там глубина. Лалита мармика означает практика, в которой ты дотрагиваешься до внутренней божественности, до внутренней красоты и проявляешь ее наружу. Вот это сущность. Поэтому эта практика сама по себе, она очень красивая. Я когда смотрю, вот другие делают, я думаю, как же это красиво. Итак, что мы делаем здесь? Этот танец был изобретен около 7000 лет назад. Его изобрела женщина, ее звали Парвати. Она была супругой великого йогина, его звали Садашива. И вот Садашива, он изобрел танец, он называется тандава, мужской танец. Женщинам не рекомендуется делать. Он очень мощный, это проявление жизненной силы. Она сказала, а я хочу что-то дать такое, что будет открывать твою нежность и грациозность. И это был лалита мармика. В лалита мармике доминирует выражение через мудру, то есть через жест. Там есть ритм и есть жест. Жест выражает наше внутреннее состояние. Ну ладно, все по порядку. Буду сначала объяснять ритм. Сначала вы поддерживаете ритм. Вот поется мантра. Баба нам кевалам. И вам нужно в сильную долю делать удар кончиком большого пальца правой ноги на сильную долю. Баба нам кевалам. Баба нам кевалам. В случае коллективного выполнения этой практики не приходится открывать глаза, смотреть, кто как движется, подстраивается. Просто ты встраиваешься в сильную долю и ударяешь кончиком большого пальца за пяткой. Но если проблемы с чувством ритма, не так важно. Ладно, просто нужно шагать
правым кончиком большого пальца, левым кончиком большого пальца касаться за пяткой. Нежненько. Вот эта точка, вот, кончик большого пальца, это космическая точка. Это проекция высшего центра, Сахасрара чакры. Вы видели китайские карты стопы? И там большой палец — это голова, а вот эта точка — это макушка головы. В йоге считается, что это место чистого сознания у нас. Вы могли уже чувствовать, когда вы высокой концентрации достигаете, мурашки здесь. Ощущение, что энергия идет отсюда. Вот. И когда вы касаетесь кончиком большого пальца за пяткой, то вы этот центр активируете. Когда включается этот высший центр, наступает успокоение, чувство гармонии, и бывает такое легкое опьянение. Опьянение покоем, блаженное состояние. Вот. И это очень сам по себе хороший способ. Плюс вот это раскачивание. Когда мама успокаивает ребенка, она его качает. И ребенок быстро успокаивается. И вот я раскачиваюсь. Это энергию. Вот у нас, если вы знаете, я забегаю вперед, в будущем я обо всем этом расскажу в биопсихологии. У нас есть 3 канала: Ида, Пингала, Сушумна. 2 канала, разные функции у них есть, там, сейчас подробно не хочу останавливаться. А центральный канал — это духовный. И вот это вот раскачивание из стороны в сторону постепенно переводит энергию из Иды и Пингалы в Сушумну. И это дает тебе очень большие преимущества в медитации. Потом колени присгибаешь чуть-чуть. Это разогревает ноги перед медитацией. И вот такой вот шаг. Но невозможно быть в дисбалансе, двигаясь таким образом. Очень хорошо разум успокаивается. Теперь это ритм. Вторая часть — это выражение через мудру. Мудра — это жест. Вы видели, люди в пробках стоят и разные мудры друг другу показывают. Руки связаны с сердцем, с нашими эмоциями. Когда мы испытываем эмоции, мы жестикулируем. И вот есть очень сильные духовные эмоции, и руки сами складываются в эти жесты. Вы найдете совершенно везде, повсеместно, в любой культуре, в любой иконографии вот этот жест присутствует. Каждый раз, когда мы чувствуем глубокую благодарность, чувствуем любовь, что-то глубокое, какой-то трепет, мы складываем руки вот так. Я помню, у меня как-то была такая, экстраординарная медитация, очень сильная. И я вот сидел после, отходил от шока этой красоты. И я сидел и сидел немножко в запредельном состоянии. И через какое-то время обнаружил, что я вот так сижу. И в другой любой позиции мне некомфортно. То есть вот этому состоянию соответствует вот этот жест. И наоборот, если ты принимаешь этот жест, оно пробуждает это состояние. Потому что есть биологическая обратная связь. Однажды в Индии, это был период, когда я очень-очень много медитировал. И разум стал сверхчувствительным ко всем волнам во внешнем мире. То есть все чувствуешь, все воспринимаешь. И я был на концерте, и там барышня танцевала индийский классический танец. Я не разбираюсь в этом, не ценитель, не знаю, что это все значит. Но вот она танцует, потом останавливается, и она делает какой-то жест. И вот когда она делает жест, я чувствую, как идет волна блаженства. Я испытываю. И тогда я осознал, что вот эти мудры — это не просто жест, это не просто символы. Внутри нас есть огромное количество меридианов, по которым движется жизненная энергия. И когда тело принимает определенные положения, в определенную форму, эти меридианы тоже встают в определенное положение. Это как брать аккорд на гитаре. Зажимаешь струны, и производятся вот такие вот ноты. Точно так же, когда ты принимаешь какую-то мудру, это излучает специфическую волну, специфическое состояние. Поэтому мудра — это усилие пребывать в состоянии и излучать это состояние наружу. И вот первая мудра вот такая в этом танце. Символика этого жеста: 5 моих моторных органов,
5 моих сенсорных органов сосредоточены и направлены к высшей цели. И ты двигаешься. Когда ты поешь мантру, поддерживаешь идеацию мантры, высшее сознание — это все, что есть. Возникает это явление, тебя распирает грудь. Ты чувствуешь, что-то как-то тесно мне здесь. Тогда второй жест. Второй жест вот такой. Вы найдете этот жест тоже во многих местах. Вы найдете это даже среди обезьян. Альфа особи, они всегда вот такие. А забитые обезьяны, они всегда вот в такой позиции находятся. Поэтому, когда вы открываете руки, это состояние триумфа, победы, большой уверенности. Было вот это вот исследование, я смотрел на Теди. И барышня, она говорит, мы увидели это среди приматов, и мы решили попробовать среди людей, будет работать или нет. У нас было две группы. Одна группа, их попросили сидеть вот так, вторая группа, их попросили сидеть вот так. И через 5 минут их вызывали в другую комнату, где сидела как бы приемная комиссия. Вот. И они презентовали себя и статистически принимали на работу тех, кто сидел вот так. Потому что гормон страха идет вниз, гормон уверенности идет вверх. Вот. Это очень мощное состояние. Вы видели, бегуны, они пересекают финишную черту с победой почти 90% случаев. Вот так. Гол забили, вот так. Болельщики тоже, вот так. Автоматически руки раскрываются, когда ты чувствуешь радость, когда ты чувствуешь этот триумф. И вот это вот тоже по моим наблюдениям и за собой, и за другими, это дает тебе уверенность. Это открывает поток. Иногда в ораторском искусстве тоже. Я, когда записываю что-то или там готовлюсь к лекции, и я чувствую, что ну нет потока. Не хочу я сейчас говорить. Что я делаю? Я делаю вот так. И через 2 минуты поток начинается. То есть это очень-очень сильное, мощное, секретное оружие. Поэтому руки вот так поднимаете. То есть концентрируйтесь, поддерживайте идеацию мантры. И когда вас начало распирать, чувствуете, вот ваше сердце открывается. Поднимаете руки и двигаетесь вот так. Есть другая точка зрения, что нужно все равно поднимать, даже если ничего не чувствуешь. И оно, чувство, пойдет. Но я думаю, что обе точки зрения справедливы. Я делаю так, что я концентрируюсь, чтобы почувствовать, как меня распирает. И потом поднимаю. И там дальше концентрируюсь. Когда утратил концентрацию, чувствую, что руки начали уставать. То есть нет той силы, которая меня распирает. Я их складываю обратно. Делаю еще 1-2 оборота мантры. И опять поднимаю руки. Вот это весь и есть весь Лалита Мармика. То есть можно руки держать так, можно держать так. Можно создавать ритм, хлопая. Можно использовать какой-то музыкальный инструмент. Единственное, что делать не надо, это делать вот так. Потому что у нас вот в русском языке есть слово, фраза «руки опускаются». Люди очень четко подметили, руки опускаются. То есть я так демотивирован, что у меня руки опустились. Потому что когда ты мотивирован, у тебя руки подняты. И в этом состоянии невозможно сказать: «О, я в депрессии». Нет. Здесь ты очень в ресурсном состоянии. Вот, поэтому делайте Лалита Мармику. Используйте материалы, которые есть у нас на сайте. Загрузите какой-нибудь трек, дорожку с записью пения мантры. Поддерживайте идеацию. Вот все, что я вам в прошлом уроке рассказал, все это используйте, но еще при этом и делайте Лалита Мармику. Каждый день перед медитацией, 2 раза в день, даже если это всего лишь 5 минут. Это ваше домашнее задание. Делайте 2 недели так, а потом посмотрите, если видите пользу от этого, если вы наслаждаетесь этим, продолжайте делать. Хотя вот для меня время прошло какое-то, пока я научился. То есть что-то вот открылось внутри меня, я прям реально начал наслаждаться этим процессом. А сначала я не очень понимал. Сначала мне казалось это, даже помню такой случай был, пришел на коллективную медитацию и смотрю, там все вот это вот делают. И мне это так смехотворно и странно. У меня одна была мысль: лишь бы сквозь окно
мои одногруппники из университета не увидели, что мы здесь делаем. Потому что это все очень странно. Вот, и я думал, не-не-не, вот так еще ладно, вот так, но это верх странности. Я это не сделаю. Никогда. Но когда я пел и концентрировался на мантре, потому что я-то искренний, я действительно хочу все это испытать, меня начало распирать. Я прям чувствую, мне так хорошо становится, меня раскрывает. И я держался, думаю, какая разница. И я поднял руки вверх. Вот так. Но через опыт приходит, ты понимаешь. И это очень большое сокровище. Те, кто делают вот эту практику, у них нет комплексов. Неполноценности, превосходства, комплекса страха. Страх уходит через 15 минут после выполнения этой практики. Все, разум достигает стабильности. Пожалуйста, выполняйте. Все, всего доброго. Сейчас я потанцую, посмотрите, как пойте вместе со мной. Намаскар. Baba Namo Kevala